Памятные мероприятия, посвященные 22 июня, начались в Бресте накануне вечером. В центре города прошла реконструкция последнего мирного дня, а также шествие военно-исторических клубов. Кульминация самой короткой ночи в году – митинг «Реквием» в Брестской крепости, где собралось несколько тысяч гостей из Беларуси, России, других стран СНГ и дальнего зарубежья. Каждый, кто пришел в эту ночь в крепость, прошел дорогой памяти от звезды до площади церемониалов. Для многих гостей этот день стал знаковым. Такие впечатления, они остаются на всю оставшуюся жизнь. Брестская крепость для меня еще школьника олицетворяла символ мужества, героизма во имя и во благо Родины. И это, в принципе, является моей путеводной звездой не только по профессии, которую я выбрал, но и по состоянию души и ответственности уже как командующего войсками союзного для Беларуси государства России. Митинг «Реквием» открылся театрализованной постановкой. Довоенное фото защитников крепости и их трагические судьбы, зажжение свечей, возложение венков, прохождение войск Брестского гарнизона, слова благодарности ветеранам, сохранившим мир и воспитавшим достойную смену. И уже под занавес в небо взмыли десятки белых шаров, символы мира. В военное лихолетие переносятся и сами фронтовики. Я очень доволен и рад, что я приехал на эту землю, с которой начался отсчет Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и ночей. А на рассвете около 10 тысяч зрителей увидели, как начиналась война. 22 июня 1941 года предрассветное небо раскололось на куски. Залпы вражеских орудий минометов слились в неистовый рев. Крепость охвачена взрывом. Военная реконструкция проходила совсем рядом с северными воротами, и взрывы пиротехники были довольно громкими, так что жителям окрестных домов спать не пришлось. Чтобы восстановить события первого дня войны, в Брест приехало более 500 реконструкторов из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Латвии, Казахстана, Японии, США, Израиля и других стран. Сценарий писали в Бресте, но проникся им каждый участник. Это нужно, потому что реконструкция – это living history, оживление истории. Сегодня, когда очень много фальсификаций, очень много вопросов пересмотра и двойных стандартов, очень часто, особенно молодое поколение, теряется в этих потоках информационных. И только один раз приехать сюда и попробовать не испытать даже то, что испытывали люди, это невозможно. Но прикоснуться чуть-чуть ладошкой к этой великой трагедии, великой истории нашей совместной, это дорого стоит. Реконструкторы воспроизвели первые бои в деталях, и лишь время не позволило показать весь ужас, все страдания, которые испытали те, кто первыми встретил войну. Впрочем, отдельные моменты передать удалось. Например, сдача в плен семей командиров, наиболее драматичная сцена. Из укрытий начали выходить женщины, дети, все гражданские. Дым после реконструкции рассеялся. Брест встретил еще одно мирное утро 22 июня, которое никогда не увидят павшие в июне 41-го, но без которых его не увидели бы мы. Александр Митюков, СБ «Беларусь сегодня».